Find Me. Найди меня. Автор Тон-Тон читает Кэт Вилд. Иногда, встречая на улицах слепых людей с белыми тростями, Чимин задумывается, каково им. Он приходит домой, закрывает глаза руками и долго сидит, пытаясь представить, как можно жить, не видя окружающего мира совсем, не видя тумбочку у стола, не зная, что она орехового цвета и исписана авторучкой, не имея возможности прочитать корявое «Чимин придурок», нацарапанное маркером. Наверное, если бы Чимин ослеп однажды, он бы долго не протянул. Это больно, не видеть фанаток, машущих бомбочками-ластиками, Тэхёна, снова перекрашенного в темный, Намджуна с его пугающим иногда взглядом. Это больно вдвойне, если когда ты все-таки видел их. Наверное, образы, однажды увиденные, навеки запечатлеваются в памяти, сохраняются в какие-то системные папки, и потом, когда появляется необходимость, всплывает с другой стороны навеки ослепший глаз. Чимин натыкается пальцами на угол и останавливается, ощупывая его. Он уже вышел из комнаты, обшарив ее сверху донизу, но так никого и не нашел. Тэхён сказал: «Давай в прятки», и почему-то никто не стал с ним спорить. Намджун сказал: «Камень, ножницы, бумага». И почему-то все показали 2 оттопыренных пальца, а Чимин — раскрытую ладонь. Существует какое-то там исследование, доказывающее, что мужчина чаще всего показывает камень. Видимо, Чимин еще не мужчина. Ну, или исследование врет. Как то про размер обуви и его прямую связь с другим размером. Большинство глупых исследований просто высосаны из пальца, думает Чимин и идет дальше, вслепую шаря по стене руками. Под шапкой, плотно надвинутой на глаза, кожа чешется. Ее страшно хочется снять, но тогда все скажут, что он жулик, что он нечестно играет, что он вообще все испортил. Чимин не может отказаться от... Это главное правило взаимоотношений в тесном коллективе. Если большая часть соглашается с чем-то, остальные должны согласиться тоже. Если играть, то вместе. Правило. Перешагнуть его может только глупец. Или Юнги Хён, которому вообще закон не писан. Он спокойно может сказать, что они все идиоты. Спокойно может сказать: я не буду заниматься этой херней, и вообще уйти куда-нибудь в другую комнату. И никто ему слова не скажет. Клево быть Юнги Хёном. Клево быть с Юнги Хёном. Чимин ощупывает настольную лампу на комоде и осознает, что вышел в коридор. Он еще не очень хорошо ориентируется в их новом общежитии, да и в целом в окружающем пространстве, поэтому вряд ли хоть кого-нибудь найдет. И лучше бы ему с грустью думать об этом, чем о своей странной нелепой влюбленности в странного, иногда тоже нелепого Хёна. Если сосредоточиться на своих ощущениях, отрешиться от неудобства, вызванного потерей зрения, то можно взглянуть на вещи с другой стороны. У лампочки, например, неровный сколотый край. Кто-то уже успел ее уронить. Интересно, знает об этом Намджун? Хотя с его кармической тягой к разрушениям не исключено, что скол на ровной стеклянной поверхности — его рук дело. На комоде стопка писем. Края бумаги неприятно царапают кончики пальцев. Вряд ли среди корреспонденции спрятался кто-то из игроков. Чимин передвигается дальше, возвращаясь к исследованию стены, и чувствует себя довольно странно. Под пальцами шершавая приятная поверхность, которая, кажется, не закончится никогда, и зрение никогда не вернется. Короткий приступ паники обрывается, когда в руки попадает что-то мягкое. Чимин широко улыбается, покрепче цепляясь за чужую одежду, и сообщает: «Поймал». Он ощупывает узкие плечи, края футболки под тонкими руками и приходит к выводу: Тэхён. Юнги Хён тоже был в футболке, но он ушел до того, как они начали играть. Да и поймал его Чимин, тут же пришлось бы выслушать длинную заковыристую тираду о том, что по коридорам ходят всякие придурки и не дают пройти.
Тэхён вздрагивает, будто смеется сдавленно, и дергается, пытаясь вырваться. Чимин тянет его к себе одной рукой, второй подцепляет край шапки. «Ты попался, придурок! Не смей избегать!» — смеется Чимин. И дергаются, когда холодные пальцы смыкаются на его запястье, не давая обрести зрение. А сам Тэхён двигается вперед, вплотную к Чимину. Этого не было в правилах. Плюсы отказа одного из органов чувств, усиление других. Чимина встряхивает, когда чужие влажные губы накрывают его рот. Он чувствует приятный запах геля для душа, смешанный с чем-то то ли кофейным, то ли карамельным. Слышит ровное дыхание и, кажется, стук чужого сердца, перекрываемый стуком его собственного. В этом столько всего странного и пугающего, что все Чиминовы чувства бьются в агонии, не зная, на что реагировать первым делом. На пальцы, сжимающие запястье, на язык, проталкивающийся в его рот, на чужое тело, прижимающееся к нему. Если это Тэхён, то шутка откровенно дурацкая, думает Чимин, выдирая свои руки из захвата, выдирая и опуская их на чужие бедра. Пальцы сжимаются непроизвольно. Если это Тэхён, то у него на удивление клевая задница, а у Чимина мозгов совсем нет, раз он, не разбираясь, толкает послушное тело к стене и вжимает в нее, как в кровать. У Чимина не только мозгов нет, но и секса давно не было. Нормального, здорового секса с поцелуями и обнаженкой. Дрочка в ванной не считается. Не считается совсем. Необходимо что-то другое. Что-то вроде глухих стонов в закрытой шапкой уха, вроде чужих горячих ладоней под рубашкой, колено, упирающегося между ног. Что-то вроде этого, да. Этого не было в правилах. Если кто-нибудь сейчас вылезет в коридор, обязательно об этом напомнит. Чимин сжимает чужие ягодицы и тянет вверх. Если это Тэхён, то он подозрительно проницательный. Он обхватывает Чиминова бедра ногами и жмется к нему, продолжая терзать его рот. Это именно то, что нужно. И если это Тэхён, то, блядь, это пиздец. Но это не он. Чимин уверен на все 100. Это не Тэхён. Это ёбнутый сон. А сам Чимин, наверное, валяется посреди коридора, разбив себе голову об очередной острый угол, незамеченный из-за временной слепоты. Это коматозные видения, в которых Юнги Хён, непонятно зачем вернувшийся, непонятно зачем лезет к нему под рубашку, царапая короткими ногтями лопатки, и между ними по позвоночнику. «Хён», — шепчет Чимин в распахнутые губы, надеясь на положительный ответ. Хотя это даже не вопрос. Он почти уверен. Ему нужно просто снять шапку. Но руки заняты, а Хёнов влажный рот прижимается к его шее, вынуждая задрать голову и зажмуриться. В темноте все кошки серы. И если это не Хён, то не страшно. Его легко можно представить. Если это Тэхён... Если это Тэхён, то, честное слово, после Чимин выбросится из окна. Игра в прятки была дебильной идеей. В конце концов, им не нужны тупые игры. Они взрослые мальчики. Им нужен секс. Чимин подтягивает легкое тело повыше и трется об него стояком. Он готов искать на ощупь ближайшую комнату, готов перешагнуть нелепые общественные нормы. Он вообще, кажется, готов. Он рассыпается на мелкие гранулы, когда чужие зубы больно впиваются в ключицу. Раскалывается на осколки от того, как тягуче скользит чужой язык по линии челюсти, задевая мочку уха. Если это шутка, то она зашла слишком далеко. Если это Тэхён, то им обоим надо серьезно поговорить. Сразу после того, как Чимин выпрыгнет из окна. Где-то далеко, будто бы в соседней вселенной, бьется что-то стеклянное. Чимину кажется, что это его сердце вывалилось на пол и разлетелось на части. Но нет, оно все еще внутри, грохочет, кажется, уже в голове, отдаваясь эхом в висках.
Где-то далеко, все в той же соседней вселенной, Хасок виновато сообщает, что разбил графин, а Джин отзывается продолжительной, витиеватой тирадой. Кто-то сегодня останется без ужина, думает Чимин и кусает доверчиво подставленное плечо через футболку. За воротник его рубашки цепляется что-то, а потом звонко стучит по полу, откатываясь прочь. Пуговица. С сожалением догадывается Чимин и нервно улыбается в чужие губы. Не то чтобы это было важно. «Чимин!» — орет из соседней вселенной Намджун. И вот это уже нельзя игнорировать. Юнги или Тэхён. Чимин мысленно разбивает собой окно, спрыгивает на пол и толкает его в грудь. «Чимин!» — кричит Намджун уже ближе. Чимин тянется к Юнги или Тэхён руками, но ловит только пустоту. Юнги или Тэхён, или ожившая эротическая фантазия, растворяется в темноте, поглотившей Чимина тоже. Только кажется в другом направлении. Чимин сдергивает с головы шапку, озирается по сторонам и тихо стонет, оседая на пол. Никого нет. «Ты уверен, что правильно понял суть игры?» — уточняет Намджун, появляясь в коридоре. «Это мы должны прятаться, а ты искать». Губы горят огнем. Чимин хрипло выдыхает и кивает. Что-то ему нехорошо. «Хасок разбил графин», — говорит Намджун. «Мне кажется, мне разбили сердце», — думает Чимин и нервно смеется. «А я даже не знаю, кто». Когда в кухне толпа парней, один голоднее другого, а ты стоишь на пороге и пытаешься понять, кто тебя поцеловал, это немного странно. Это отдает нелепыми передачками и сюжетами про неудачников из американского ТВ. Чимин прислоняется к косяку и не торопится заходить. В голове крутятся самые невероятные предположения, поэтому он просто стоит и молчит. Не дай бог ему сказать какую-нибудь херню в стиле «Ребята, кто меня знатно засосал в коридоре?» О да. Или, может быть, «Парни, никого недавно в плечо не кусали?» Чимин криво ухмыляется собственным мыслям и скользит взглядом по товарищам, друзьям, одногруппникам, среди которых один не прочь засунуть язык Чимину в рот. Это надо обдумать как следует, рассмотреть со всех сторон. Чимин слышал Намджуна, Хасока и Джина. Это облегчает. Это не Тэхён, проносится в голове. Пожалуй, нет. Тэхён красивенький, но дебил. А еще дружбан отличный. И Чимин не знает, до какой степени ему надо быть в неадеквате, чтобы хоть на секунду представить Тэхёна, горячо кусающим его губы. Это какая-то жесть. Это как дрочить на фотку младшего брата. Как заниматься сексом в отделе товаров для детей. Пиздец, одним словом. Тэхён, как назло, ярко улыбается и машет ему рукой. «Сюда иди». На нем черная футболка, и пальцы опять все в пластырях. У него искусанные губы и блестящие глаза. Чимин нервно сглатывает и остается на месте. Если это Тэхён, то ближайшее окно в Намджуновой комнате. Чонгук поразительно задумчивый, колупается в овощах вилкой и не смотрит ни на кого, уткнувшись взглядом в столешницу. Если это Чонгук, то, серьезно? В ближайшее окно в Намджуновой комнате. На Чонгуке футболка подозрительно мятая и странное пятно на щеке. Чимин закрывает глаза и считает до 10. Джин говорит «садись» и толкает Чимина к стулу. Чимин не хочет садиться, ему срочно нужно в окно. Он старательно отгоняет эхо коридорного поцелуя, гуляющее в голове, и разглядывает Чонгука, как свежеприобретенный торшер на предмет дефектов. У Чонгука ресницы дрожат, и пальцы тоже. А футболка явно свежая, только надетая. Чонгук ходил в душ. Чимин сглатывает снова и переводит взгляд. У Тэхёна неуверенность какая-то в глазах, и не мой вопрос. Проблемы, братюнь. Он смотрит на Чимина, на Чонгука и приподнимает бровь. У Тэхёна лицо красивое, какое-то прям совершенное до ужаса.
Тэхён прикольно играет в видеоигры и пинается во сне. Не прикольно. Тэхён, когда чистит зубы, брызгает повсюду зубной пастой, а когда ест, проглатывает, кажется, даже не прожевав. Тэхён вечно куда-то торопится. Тэхён гиперактивный. Тэхён клёвый друг. И если в коридоре был Тэхён, то, ну, окей, ближайшее окно все там же. На Юнги, появляющемся на кухне, рубашка с закатанными рукавами и аура ленивой похуистичности, никогда не снимаемая. Волосы почти высохли после душа, а их цвет все такой же офигенский, что Чимин снова, как обычно, залипает на неопределенное время. Юнги лениво проходит к своему месту, лениво запускает ложку в тарелку, лениво жует и лениво смотрит на Чимина. В упор. И Чимина от этого знобит. «Хён», — говорит он мысленно в своей голове и неловко улыбается. «Это случайно не ты клёво целовался со мной в коридоре? Если ты, то я бы повторил. А если не ты, то помоги мне стул к окну в комнате Намджуна подвинуть». Юнги, само собой, мысленные реплики воспринимает плохо. Улыбается криво, самым краешком губ, и показывает взглядом на тарелку. «Ешь, придурок». Чимин ест. А что еще делать? Растущий организм, напряженный мозг, все дела. Чимину надо немножко не думать, прежде чем подумать изо всех сил. Чонгук растирает плечо и бросает на него короткий взгляд. Чимин давится капустой и синеет на глазах. Не только от того, что подавился. К ночи, когда все готовятся ко сну, Чимину уже можно записывать на прием к психотерапевту. Впрочем, не обязательно. Психушку его, пожалуй, сразу примут. Он подозревает всех и во всем. Уже даже не особо уверен, в чем больше. У Чонгука подозрительно часто приоткрыт рот. Тэхён странно кусает ноготь. Джин слишком долго мыл посуду, а Хасок вообще непонятный, что пиздец. Намджун... О нет, об этом лучше даже не думать. Чимин поспешно прощается со всеми, не только на ночь, возможно. Желает всем спокойной ночи, которая ему не светит, и отправляется в постель. Накрывшись одеялом, жить становится немного проще. В детстве одеяло спасало от подкроватных монстров. Так почему бы и сейчас не попробовать на взрослых проблемах? Страстный поцелуй в коридоре общежития — это же взрослая проблема. Чимин ворочается сбоку на бок, а потом сдается, ложится на спину и закрывает глаза. Перед глазами темнота. Такая же, как тогда, только беззвучная. Остается только представить. Совсем чуть-чуть. Дрожащие пальцы, чужое колено между ног, влажная спина, сбивчивое дыхание. Язык, скользящий по шее вверх до самого подбородка. Чимина сдавленный хён, царапины между лопаток, жгучие, болезненные, мокрые поцелуи один за другим. Это достаточно представить один раз, потом просто не остановиться. Чужая крепкая задница в чиминовых ладонях. Этот кошмар, из которого никак не проснуться. Ноги, обхватывающие его поясницу, стоит почти до боли. Жарко, ужасно. Пуговица. Чимин открывает глаза и вскакивает с постели так резко, что Тэхён на соседней кровати вздрагивает во сне. Наверняка в его личном царстве сновидений ракета только что сбилась с курса и пролетела мимо Луны, огорчив зайчиков. Чимин судорожно натягивает штаны и несется в коридор, стараясь сильно не шуметь. Пуговица. Чимин добирается до комода и падает перед ним на колени, как перед святыней, едва не сложив руки в молитве. Под комодом пыльно, и шарить там довольно стрёмно. Чимин уже давно не боится темноты, но всякое бывает. Он нащупывает что-то похожее на крышку от бутылки, отбрасывает ее в сторону. Нащупывает бумажку, отправляет ее туда же и цепляет пальцами маленькую холодную завитушку. У Чимина дыхание обрывается, пропадает напрочь. И это замечательно, потому что по коридору кто-то идет.
И этот кто-то либо лунатит по-страшному, либо пришел уничтожать улики. Чимин закусывает губу и отодвигается за комод, прячась. Неясная тень присаживается на корточке в паре сантиметров от него и запускает под комод руку. Чимин узнает эту тень, даже так при полном отсутствии света, потому что она матерится сквозь зубы и шипит зло. «Потерял чего-то, Хён?» — хрипло уточняет Чимин и даже сдерживается, не смеется, когда Юнги от удивления падает на задницу, не удержавшись на ногах. Чимин достает телефон и жмет на кнопку. Тусклый свет выхватывает из темноты заспанное лицо Юнги с глазами-черточками, нервный оскал, раскрытую ладонь, защищающую от света глаза. «Какого хрена ты тут?» — не отвечает на вопрос Юнги. А Чимину становится так хорошо, что он может об этом спеть. Не сейчас, правда. Сейчас важнее разобраться. Он подползает к Юнги поближе и повторяет его маневр. «Помочь тебе поискать». «Чего поискать?» — не понимает Юнги. «Я попить шел». А потом споткнулся и упал, предполагает Чимин. «Поэтому сидишь тут». Он подносит к свету найденную под комодом железку и узнает в ней не пуговицу, нет. Железная завитушка, буковка с Юнгиного браслета. У Чимина улыбка такая, что, кажется, сейчас все лицо пополам разойдется. Из него детектив охуенный. И это был не Тэхён. И не Чунгук, упаси Господи. А напрягшийся Хён, сидящий рядом перед комодом на 5-й точке. В дурацких спальных шортах и растянутой майке. В маске для сна, задранной до макушки. Хён, вспомнивший об улике одновременно с Чимином. Хён, который клёво целуется, пусть и спонтанно. «Да брось», — хмыкает Юнги. «О чем ты?» А Чимин тянется к нему руками и натягивает маску на глаза. Благо спустить ее вниз, расплюнуть. И вырубает подсветку на телефоне. И смеется в Юнгины губы. А Юнги вздрагивает, но не отодвигается. Только ворчит. Чимин осторожно сжимает его плечи пальцами и тянет к себе поближе, теснее. Теперь-то он точно знает, что все не так плохо с этой его дурацкой влюбленностью. Теперь Юнги не отвертится. Впрочем, и не пытается. Цепляется за майку на Чиминовых боках и послушно открывает рот, впуская Чиминов язык. А улику Чимин почти наверняка сохранит, как военный трофей.